Петербургу всего 300 лет, но есть скульптуры, которые словно ждали несколько тысячелетий, чтобы оказаться именно здесь. Это египетские сфинксы. Их гранит почти не отличается по цвету. Легко забыть, что между этой набережной и местом, где их создали, почти 4000 километров и 3500 лет. Кажется, будто они всегда были частью Петербурга. А ведь сфинксы вообще не должны были оказаться здесь. Их уже собиралась купить Франция. В 1830 году вспыхнула июльская революция. Королю стало не до египетских древностей. И благодаря настойчивости русского офицера Андрея Муравьева сфинксов смогла приобрести Россия. А теперь совпадение, которое выглядит почти невероятным. В Египте сфинксы стояли на западном берегу Нила, лицом на восток к восходящему солнцу. И в Петербурге они снова оказались на западном берегу реки и снова обращены к востоку. Это никто не планировал. На этом месте набережной должны были стоять кони Клотта, но проект оказался слишком дорогим, и по этой причине вместо коней выбрали сфинксов. 4000 километров, 3500 лет. Перед ними река, их освещает восходящее солнце. Будто ничего не изменилось, и сфинксы сами нашли свое место. Подписывайтесь, впереди не менее удивительные истории.